У нас уже был ролик о БРИКС как об организации. Но там мы почти не говорили о текущем Казанском саммите по очень простой причине. О нем действительно сложно хоть что-то сказать. Ну да, все обсуждают визит генсека ООН Антонио Гутиерреша. Но конкретно этот персонаж уже вряд ли может еще больше испортить свою репутацию. Приехал и приехал. Весь саммит – один большой бенефис Владимира Путина, от которого он явно получает огромное удовольствие. Единственный момент, за который можно хоть как-то зацепиться – это финальная пресс-конференция, где Путин хвастается всему миру, как у него все очень хорошо идет с войной. Начнем с той части, которую можно назвать галлюцинированием. С той, где Путин произносит настолько ошалелые цифры, которые вообще непонятно, как можно выдумать. По словам Путина, Украина потеряла в Курской области около 19 тысяч единиц техники. Понятно, что любая страна в любой войне сильно преувеличивает потери противника. Это нормально. Но меру-то тоже надо знать. 19 тысяч единиц означает, что вся Курская область должна быть засыпана уничтоженной украинской техникой. Это больше, чем все потери российских сил от крейсера «Москва» до самого последнего КАМАЗа, который насчитал «Орикс» за все время войны. Никакие поставки западной техники Украине даже в сравнение не идут. Это просто другой порядок величин. Всем, кто за 2,5 года войны понял, какими цифрами оперируют современные армии, совершенно очевидно, что для таких потерь не иначе как вермахт должен воскреснуть и наступать на Суджу. Почему этот момент нам интересен? Потому что дает понять, насколько всерьез можно воспринимать любые цифры из уст Путина. Есть охотники какие-то выводы из этих цифр делать, сравнивать их между собой, искать несоответствия. Но в упражнениях этих нет ни малейшего смысла. Такие величины не могут быть результатом неверных докладов, искаженной статистики. Они могут быть только выдуманы в моменте. Это даже на оговорку не спишешь. С чем можно перепутать 19 тысяч? С 9 тысячами? С 1900? Любая из этих цифр лежит в пространстве между сильно завышенной и невозможной. Можно нисколько не сомневаться, если завтра или через 2 месяца Путин будет говорить о том же самом, цифры будут другими, нисколько не похожими на 19 тысяч, ни по порядку, ни по звучанию. Потому что это выдумка одноразовая. Вряд ли он ее вообще запомнит. К таким же выдумкам можно отнести разговоры о темпах экономического роста, о людских потерях. Их не имеет смысла всерьез опровергать. Это просто свободное творчество в прямом эфире. Путин говорит то, что, как ему кажется, понравится аудитории. Единственной же, пожалуй, сущностной частью разговора был вопрос о северокорейских военных на российской территории. Вопрос этот, понятное дело, не был согласован, его задавал журналист NBC. Но вопрос такой был ожидаем вне всяких сомнений. Потому что это самая очевидная сейчас тема. Вопроса не могло не быть, а значит и ответ был подготовлен сильно заранее. Помните, у нас было несколько гипотез относительно целей, для которых Путин может позаимствовать у Кима солдат? Цели эти не такие уж очевидные, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, корейский солдат, будь он хоть трижды Рэмбо, ко всему подготовленный, будет сильно хуже любого вчерашнего сторожа из пятерочки просто из-за языкового барьера. Русский и корейский – это не украинский и белорусский. По контексту носители друг друга не поймут. Понятное дело, что рядовой, сержантский, младший офицерский состав никаких языков, кроме родного, не знают. Общение возможно только с военспецами и старшим начальством. А значит, корейцы могут существовать на фронте только как обособленное подразделение или соединение, которые почти невозможно интегрировать в основную армию. Во-вторых, из тех сведений, которые имеют подтверждение, речь идет о 10-12 тысячах. Совершенно ничтожная цифра на войне, где российская армия теряет 1000 человек в неделю, если судить только по тем некрологам, которые в состоянии посчитать медиазону. Кажется, что настолько несущественные пополнения как-то не сочетаются с предлагаемыми титаническими усилиями и помпой вокруг происходящего. Позвать к себе иностранные войска в размере одной стрелковой дивизии, чем явно эскалировать конфликт и дать западным союзникам повод нарастить помощь еще больше. Так это вот зачем? Чтобы что? Обсудим это после рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Россия на 157-м месте в рейтинге Global Peace Index, практически в самом его конце. Не самая безопасная сейчас страна для жизни, не лучшая для ведения бизнеса или воспитания детей. Поэтому все больше людей принимают решение уехать.
Кто-то уезжает в страны Европы, кто-то в Соединенные Штаты, которые в рейтинге легкости ведения бизнеса стабильно входят в первую десятку стран. Если вы хотите переехать в Америку, присмотритесь к компании «Мигратор». Это единственная компания на российском рынке, которая гарантирует, вам одобрят петицию на американскую визу или вернут деньги в полном объеме. Это условие будет прописано в вашем договоре. В компании «Мигратор» работают только лицензированные адвокаты с средним опытом работы от 15 лет. Среди них немало русскоязычных, что будет большим плюсом. Так не возникнет непонимания при обсуждении разных бюрократических тонкостей. А если окажется, что у вас нет шансов визу получить, вам так и скажут, причем до заключения договора. Компания имеет более 2000 довольных клиентов и средний процент одобрения кейсов 95%. Создал компанию «Мигратор» предприниматель Алексей Пудов. Из-за ошибки миграционного адвоката он сам при подготовке визы в США потерял жену и не виделся с ней больше года. После этой ситуации он основал собственную компанию, где ключевым принципом является честность и гарантия результата в договоре. По какой программе вы бы не хотели переехать? По визе талантов, если вы маркетолог, фотограф или, например, блогер, по рабочей визе или визе предпринимателя, вам так или иначе понадобится помощь иммиграционного адвоката. Записаться на бесплатную консультацию вы можете по ссылке в описании. Узнайте, какие у вас шансы на получение визы в США. Эмигрируйте без проблем и с комфортом. Продолжим. Раньше одной из гипотез у нас было, что помпа здесь ключевое слово. Что происходящее – пиар ради пиара, эдакое лишнее доказательство, что Путин готов не просто продолжать войну бесконечно, но будет расширять ее на новые территории и страны. Такой способ еще раз подчеркнуть свою отмороженность и готовность идти до конца. Дескать, бесполезно считать, сколько и чего у меня осталось – снарядов, денег, людей. Я в эту войну втяну вообще весь мир и буду вести ее бесконечно. Судя по ответу Путина на вопрос NBC, ровно так и есть. Это кокетливое бахвальство в стиле «ну да, ну и что вы мне сделаете? Ну теперь у меня есть еще и корейцы». Это привычный путинский стиль издевательства над собеседником. Из самого такого ответа, в принципе, ясно, что, как говорилось в известной серии Ералаша, что в коробке, то и на коробке. Что войска КНДР нужны ровно потому, что это войска КНДР, Северной Кореи. Путин привлекает иностранную армию не потому, что она поможет каким-то реальным целям, а потому, что она иностранная. Пока западные союзники Украины, которые суммарно на порядок порядков могущественнее и богаче Путина, месяцами обсуждают, не дать ли еще ящик снарядов, за это время Путин может зарубежную армию на фронт безо всяких анонсов пригнать. Остальная часть ответа Путина значения не имеет. Да, он в очередной раз увидел военных НАТО, которые напрямую участвуют в конфликте. Это брехня вполне стандартная. А вот слова, подтверждающие участие северокорейских сил в войне, противоречат прежним стандартам и явно говорят о целях участия войск северокорейских в войне с Украиной. Что бы было? Пассаж про корейских военных, пожалуй, единственный момент, который имеет смысл комментировать. Единственный момент, который что-то раскрывает, а не является отвлеченным словоблудием. Но само словоблудие тоже довольно характерно. Рассказывая про БРИКС, мы говорили, что это организация без внутреннего содержания. Невозможно объяснить, в чем заключается общий интерес Бразилии и ЮАР, кроме того, что Путину нравится играть в международные организации, а правительство этих стран не против ему подыграть. Весьма характерно, что, отвечая на вопросы по результатам саммита БРИКС, Путин про сам БРИКС толком ничего не сказал. Да, он светился от счастья, но это потому, что к нему приехали. Но вот зачем приехали? Загадка. Что мы точно понимаем и по настроению, и по формату ответов на вопросы? Путину происходящее очень нравится. В его картине мира все идет хорошо, и лучше бы никогда не заканчивалось. Даже самые большие оптимисты не найдут в путинских ответах ни единого намека на то, что ему интересно прекратить войну. Хоть в форме окончания войны, хоть в форме перемирия, хоть в форме фактической заморозки. Он упивается разговорами о том, как с Россией несправедливо поступили западные страны, и как Россия этим западным странам справедливо мстит. Его война – череда сплошных побед с уничтожением невероятного количества техники и личного состава противника. И это полезно понимать. Описывая любые перспективы окончания войны, любые к этому побудительные мотивы, потери в людях, в технике, в деньгах, все всегда исходят из реальности.
Реальности, в которой все наступление российской армии оборачивается гигантскими потерями, а экономический рост отражает лишь бешеный темп раздувания экономики бюджетными деньгами. И ведет к такой инфляции, что даже ставка ЦБ в 19% не способна ее остановить. Но мы с вами говорим о персоналистском режиме, где только один человек принимает решение, и слишком многое зависит от того, как он воспринимает реальность. А он светится от счастья. К нему приехали главы крупных государств. У него гостит генсек ООН, которому можно рассказать о продвижениях на одних фронтах и окружении противника на других. У Путина украинские танки лопаются, как зерна кукурузы в микроволновке. У него совсем другая война. Не тот ужас, о котором даже воют Z-каналы каждый день. Не грязь и смерть, а увлекательное шоу, которое он хочет дальше смотреть. Любые теории о возможных переговорах исходят из того, что все стороны хотят все закончить и о чем-то договориться. Просто на своих условиях. Хотят выйти с максимальными бенефитами и минимальными издержками. Нет сомнений, что нужно Украине. Нет сомнений, что нужно западным союзникам. Но чего хочет Путин? Мы все знаем, как он выглядит, когда ему что-то не нравится. Во время кризисов и катастроф он старается максимально исчезнуть из публичного поля. Бубнит себе под нос, когда Пригожин идет на Москву. Сейчас точно не тот случай. Сейчас похоже на то, что он искренне наслаждается ситуацией. Будто считает, что настал-таки его звездный час. Что в этой ситуации нет минусов. Так зачем ему мир? Война несет огромные издержки для страны. Россия ее не тянет. Ни по деньгам, ни по людям. Но эти издержки до Путина пока не докатились. Он живет в очень стерильном мире. Там нет сбежавшего от ВСУ Ахмата в Курской области. Нет мародеров, выносящих дома и автомобили на своей же территории. Нет вернувшихся с войны убийц, нет ипотеки от Сбербанка под 25%. Но есть движение от победы к победе. Для Путина, которого мы видим на саммите, мир — это риск, а война — очень комфортный статус-кво, в котором можно жить бесконечно. В реальности жить так бесконечно нельзя, это хорошо понимает и Минфин, и Центробанк. Но они не принимают решений. Разговоры о мире с человеком, который не то что желает его на своих условиях, а не желает его вовсе, это очень сомнительная идея, как и любые прогнозы по этому поводу. Можно что угодно прогнозировать, глядя на цифры и факты. Но все это как об стену горох для того, кому десятки тысяч некрологов даже улыбку со рта не сотрут. Кстати, тем же самым объясняется и дисфункция, которую мы все чаще видим у российского государства. Ответ на вопрос, как так вышло, что вооруженные люди у всех на глазах делят Wildberries, есть. И он очень простой. Для человека, который является единственным арбитром в этой системе, не существует никакой перестрелки в центре Москвы. У него есть свои грандиозные наступления и победы с утра до вечера. Тот кабинет, где раньше решались вопросы о власти и собственности, превратился в ставку верховного главнокомандующего, где тот, воображая себя то ли Сталиным, то ли Петром Первым, чертит новые границы и думает о разделе мира. Самая большая проблема таких режимов, как наш, не в том, что власть находится в одних руках, а в том, что когда их обладатель совсем теряет связь с реальностью, некому привести его в чувство. У системы возникает единая точка отказа, не работает центральный узел и нет никаких институтов, чтобы его заменить. Сейчас мы видим Путина, который с одинаковым удовольствием рассказывает и о боях в Курской области, и о союзе с Северной Кореей, напрочь забыв про необходимость обращаться к реальности. Это тот самый случай и большая проблема режима. Конструкция, на верхушке которой сидит Путин, совсем не такая крепкая, как ему кажется. Но некоторый запас прочности у нее есть. Запас этот оказался больше, чем ожидали на Западе. Он не бесконечный, но это только в реальности. В голове Путина, в том мире, в котором он живет, воевать можно хоть еще лет 10, и все от этого будет только лучше. Как скоро Путин столкнется с реальностью и что тогда будет, мы не знаем. Но время сейчас максимально опасно. До завтра.